С показом сериала «Великолепный век» люди все больше стали интересоваться историей. Не только турецкий народ стал больше узнавать о своих предках, но и зрители других стран тоже не остались равнодушными к этому прошлому. Но это и понятно, ведь Османская империя правила на 3 континентах, и всех эта история так или иначе затронула. Привет, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами историей отношений Михримах Султан и Рустема. Вокруг этого союза ходит множество слухов, и знать об их реальной любви, мне кажется, действительно важно. Уж коль все мы интересуемся этой историей. Правда ли, что Михримах была так несчастлива с Рустемом? Действительно ли, что между ними были такие непростые отношения? И правда ли, что Михримах его убила? Об этом и не только будет мой рассказ. Но для начала прошу вас, мои дорогие зрители, поддержать мое видео лайком, репостом и комментарием. Так я пойму, что моя работа не напрасна и вам эта тема нравится. Для моих постоянных подписчиков, начиная с 1 сентября, все видео будут дублироваться в сообществе ВКонтакте, анонсы будут публиковать в Telegram. Так что милости прошу по ссылкам в описании. Переходите и подписывайтесь на эти мои источники информации. Итак, поехали. Рустем – пленник султана. Наши современники мало пишут правду о таком человеке, как Рустем Паша. Чаще ему приписывают самые плохие поступки, которые могли бы быть. И Мустафу он подставил перед Сулейманом, и взятки брал, да и вообще был жестоким, грубым, со страшным красным лицом. И как только Михримах такого полюбила? А полюбила ли? Я перевела множество источников с турецкого языка и нашла очень любопытные факты. Здесь хочу напомнить, что вся информация мной представленная – это история кем-то написанная и мною изложенная, так как вижу это только я. А как там было на самом деле, знают только боги. Когда маленькому хорватскому мальчику исполнилось 10 лет, он попал в плен и продан в Османский дворец. Там он поступил и с отличием закончил школу в Эндеруне. Там же принял мусульманскую веру и получил имя Рустем. Что бы и кто ни говорил, но карьере Рустема предшествовала невыгодная женитьба на единственной дочери султана Михримах. Все, чего он добился в своей жизни, было результатом его непомерных усилий, любви к знаниям, ярких способностей и огромной верности Сулейману. Михримах – любимая дочь султана. Когда Михримах исполнилось 17 лет, подошла пора выдавать ее замуж. Но сначала остановимся на личности принцессы. Некоторые говорят, что она была зла и беспощадна, как ее мать Хюррем Султан. Но это неправда, мы это еще как-нибудь обсудим. Михримах была очень образована, это факт. Она знала несколько иностранных языков, между прочим. Но так как в Османской династии существовали определенные правила, то Михримах слепо следовала им, а именно, она была обязана заботиться о своих братьях, даже вопреки своим собственным интересам. Братья для нее были на вершине всего. Османскую принцессу с детства готовили стать истинной леди, и она ею была, истинной леди-филантропом, так как много времени, сил и финансов тратил на благотворительные дела. Так вот, когда подошло время выдать Михримах замуж, родители предложили ей несколько кандидатур. В результате принцесса маялась в выборе между молодым и красивым Бейлербеем одной из провинций и старым некрасивым Рустемом. В результате Михримах выбрала Рустема Пашу, так как молодой и красивый оказалась болен сифилисом. Михримах сказала «да» браку с Рустемом, вероятно из-за того, что старалась во всем поддерживать свою мать, с детства знала о братоубийственном законе и посвятила себя защите братьев. Она понимала, что есть Шахзаде Мустафа, а Рустем не только знает детей Хюррем, он их любит, а значит сделает все, чтобы не допустить их смерти. Брак Михримах и Рустема.
Свадьба Михримах и Рустема прошла в 1539 году. Повторюсь, что на тот момент принцессе едва исполнилось 17, а Рустему было около 35 лет. Одновременно со свадьбой Михримах состоялась церемония обрезания Баязида и Джихангира. Такой огромный по масштабам двойной праздник продлился в Стамбуле целых 15 дней. Народ гулял и отдыхал, радуясь такому счастью в семье султана. Опять же, Рустем был приближен к династии, а потому Михримах не надо было с ним никуда уезжать, что еще раз доказывало правильность выбора. Да и Сулейман с Хюррем не хотели упускать из виду свою любимую дочь. Не стоит сомневаться в том, что брак был заключен не по любви. Во всяком случае, со стороны Михримах никаких особых чувств к Рустему не было. Однако, вопреки событиям, показанным нам в сериале, эта пара имела большое уважение друг к другу, ну а Рустем Михримах просто боготворил. О довольно теплых отношениях между этой парой свидетельствует то, что вскоре у Михримах родилась дочь, которая станет любимой внучкой Хюррем и Сулеймана. Хотя, по законам Османской династии, супруга могла отказаться от интимной близости со своим супругом. Кроме этого, Рустем и Михримах вели довольно много совместных проектов, связанных с благотворительностью. Великий визирь Рустем-паша всю жизнь дрожал над своей женой и дочерью. Известный своей любовью к жене Рустем часто брал ее в горячие источники, любил проводить вместе время, держа под руку. Паша, который обладал титулом самого богатого визиря Османской империи, в свое время не лишил своего богатства и Михримах. Страсть султанши к драгоценностям была известна далеко за пределами Турции. Рустем скупал все самые дорогие украшения, как только они привозились в Константинополь. Смерть Рустема. Отношения Михримах и Рустема закончились смертью супруга. Несмотря на события, показанные нам в сериале, Рустем-паша умер совсем не так. Он скончался в 1561 или 1562 году в Константинополе. Это был один из немногих случаев, когда визирь умер по естественным причинам. Михримах все-таки его любила. Она больше не вышла замуж, хотя могла. Вместо этого женщина посвятила себя гарему и новому султану, своему брату Селиму. Также она до конца дней занималась благотворительностью. Но это уже совсем другая история, и я тоже ее как-нибудь расскажу. А на сегодня все. Рада была с вами вновь увидеться. До новых встреч! Спасибо, что смотрите, ставите лайк и комментируете. Всем добра! Ваша Оливия.